Российская экономика восстановилась после санкций. Это заявление Владимира Путина на совещании по проекту бюджета. Президент уточнил, что ВВП в стране вышел на досанкционный уровень 2021 года. Тогда объем валового внутреннего продукта составил в текущих ценах 131 триллион рублей. Ну и на этом фоне интересно отметить падение торгового оборота России и Соединенных Штатов. В июле он обновил исторический минимум – 277 миллионов долларов. Это, кстати, в 11 раз меньше, чем в феврале прошлого года. Ну и перед введением жестких санкций, как вы понимаете. Ну и также стоит уточнить, что эти цифры – это данные Бюро переписи Соединенных Штатов Америки. Федеральная таможенная служба России перестала публиковать точную статистику по внешней торговле еще весной того же 2022 года. Но вот эти американские цифры июльские вообще антирекорд за всю историю отношений двух стран. Во всяком случае, ниже цифры товарооборота не фиксировались с 2000 года, а именно с того времени доступна эта ежемесячная статистика. Тут нужно и можно вспомнить, что несмотря на самые разные кризисы в отношениях, США по итогам 2021 года занимали 5-е место среди крупнейших торговых партнеров России. Вместе наторговали они почти на 34,5 миллиарда долларов. Но после этой отметки движение шло только вниз, и важную роль здесь сыграли, конечно же, санкции. Если до февраля прошлого года они касались только отдельных отраслей экономики, то вот после задели основную часть товарооборота двух стран. Здесь и поставки нефти, и газа из России, и экспорт автомобилей, и всяческой техники из Соединенных Штатов. Ну, здесь, конечно, важно и нужно посмотреть, что осталось. Вот по данным все того же Бюро переписи США, на июль 2023 года в Америку из России отправляются товары трех категорий. Это ядерное топливо, это минеральные удобрения и металлы платиновой группы. Здесь у наших партнеров просто нет альтернативы, утверждают эксперты. Соответственно, они вынуждены у нас покупать. Могут закупаться они только впрок. Вот на такую сумму, в общем и целом, с января по июнь 2023 года они уже совершили покупки. Поставки урана с уровнем обогащения 20%. Его, кстати, производят только в России. За первые полгода выросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом и достигли максимума с 2005 года. Все дело в том, что именно на нем работают новые атомные реакторы, которые собираются запустить в США. Вашингтон заявлял официально, что стремится, конечно, сократить зависимость от российского урана, но пока все получается ровным счетом наоборот. Конечно, они в этом направлении двигаются. В частности, они посматривают на Канаду. Там есть компания Камека, которая является второй по величине поставок урана в мире. И они согласились вновь открыть 2 своих крупных рудника. Ну и другая канадская горнодобывающая компания Global Atomic заявила, что она будет разрабатывать урановый рудник в Нигере, который может быть запущен в эксплуатацию через 2-3 года. Оставшиеся 2 статьи экспорта тоже растут. Ну, вот, к примеру, согласно исследованию Росконгресса, в первом квартале 2023 года объем отправленных в Америку минеральных удобрений достиг суммы 596 миллионов долларов. Это на 127% больше, чем в прошлом году. Больше Россия отправила только Индии и Бразилии. Ну и третья статья – это палладий. Около 40% мирового производства этого металла приходится на норильский никель. Палладий и его производные – незаменимый ресурс для создания полупроводников. Ну, вот с экспортом вроде как разобрались, да, с ним все ясно. А что вот насчет импорта из США в Россию, вот эти 10% оставшиеся, это что? Он месяц от месяца тоже падает и за июль 2023 года составил всего 36 миллионов долларов. Это тоже данные Бюро переписи США. Точных расшифровок, какие это товары, что продолжает возиться в Россию, нет. Но мы об этом у экспертов обязательно через пару минут спросим. Хотя, в принципе, можно предположить самим, что осталось, просто вычеркнув те статьи, которые для ввоза теперь запрещены. Нам для этого потребуется просто немножко отмотать время до 2019 года, когда не было никакого ковида, и педаль этих экономических санкций еще в пол вдавлена не была. Вот тогда общий объем импорта составлял 13 миллиардов долларов. Да, из них 40%, я хотела найти, 40% из них составляли вот как раз машины, оборудование, транспорт. Мы сейчас эту строчку сразу мысленно вычеркиваем. Эти товары запрещены на ввоз в Россию. Далее идет уже продукция химической промышленности, вот 22%. Здесь сложнее все, поскольку многие компании из России ушли, сократился и импорт. И дальше металлы, связанные с ВПК, все это тоже попало под запрет. Еще печальнее статистика торговли России выглядит с Евросоюзом. Если в отношениях США хотя бы
экспорт растет на фоне вот рекордного обвала импорта, то показатели товарооборота со странами Старого Света падают уже в обе стороны. К примеру, по данным Евростата, за первые 4 месяца этого года экспорт из стран Евросоюза в Россию снизился на 32% и сейчас насчитывает 14,4 миллиарда евро. В обратном направлении все еще хуже. В Европу за то же время отправили российских товаров на общую сумму 22,4 миллиарда евро, что почти на 74% меньше прошлогодних показателей. Причины понятны, они все те же. Это санкции, логистические проблемы и уход компаний. В Москве заявляют, что страна сейчас постепенно переориентируется на другие дружественные страны. Ну, какие, наверное, тут долго гадать нет необходимости. В первую очередь это, разумеется, Китай. Товарооборот с Пекином только за первое полугодие этого года вырос аж на 40% и составил больше 114 миллиардов долларов. Это данные Главного таможенного управления КНР, поскольку Россия пока статистику тоже не публикует. По сравнению с прошлым годом сильно увеличился китайский импорт на 78%. Ну, в первую очередь это, понятно, выросшие поставки автомобилей, гаджетов, но даже при этом большая часть товарооборота – это торговля все-таки в обратном направлении, то есть из Москвы в Пекин. Следом за КНР идут Турция, рост товарооборота с которой в 2023 году застопорился, дальше Индия и уже страны Африки. Конечно же, есть проблема из-за того, что мы продаем в основном наши ресурсы. Сейчас есть большой спрос на сельскохозяйственную продукцию, и к нам многие китайские, в том числе государственные компании, обращаются за поставками, нахождением партнеров по поставкам сельскохозяйственных продуктов. И здесь я думаю, что если мы сделаем глубокую переработку нашей сельхозпродукции, то мы сможем поставлять больше и более выгодно. В Минэкономразвитии еще в феврале заявляли, Россия перенаправила в дружественные страны почти четверть экспорта. Пятая часть от этих поставок, кстати, пришлась на Китай. И вот в марте Федеральная таможенная служба отчиталась. Оборот внешней торговли России по итогам прошлого года вырос более чем на 8% и составил 850,5 миллиардов долларов. В первую очередь, за счет чего? За счет экспорта, который вырос на 20%. При этом поправить импорт даже с учетом введенного параллельного ввоза товаров пока не получается. Он падает, согласно той же статистике Федеральной таможенной службы, он уже на 11% меньше. Вот удастся ли российской экономике перестроиться окончательно на торговлю только с дружественными ей странами? И что из этого выйдет? Что все это будет означать для нас, естественно, для простых граждан, для потребителей? Давайте мы это все обсудим. К нам подключается сейчас кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД России Эльвира Белозорова и лектор президентского университета Роман Файншмидт. Господа, здравствуйте. Здравствуйте, Эльвира Наильевна. Вам первый вопрос. Вот мы видим, что 90% от общего объема товарооборота – это поставки из России. Что Россия поставляет? Мы в основном перечислили, да, основные направления. А что из этих 10% из Соединенных Штатов? Да, действительно, как вы уже уточнили, что Федеральная таможенная служба не раскрывает этой информации, но можно отметить, что осталось только 35 миллионов долларов, поэтому это столь незначительная сумма, которая совершенно никак не отражается на торговом балансе. Ну, то есть там, возможно, лекарства какие-то, еще что-то, да? То, что еще не, Конечно, что еще не да, запрещено. Что-то жизненно необходимые, какие-то элементы, да, фармацевтика в основном, наверное, но это очень маленькая сумма. Роман Иосифович, скажите теперь вы, вот ядерное топливо, минеральные удобрения, металлы платиновой группы, это вот те категории, от которых Вашингтон теоретически в исполнении России может отказаться, потому что вариант заместить, других поставщиков найти, и если да, то насколько эта потеря может быть для России серьезной? Если говорить про краткосрочную перспективу, то, как мы можем заметить, нет. Пока мы не можем этого ожидать, поскольку для США Россия является таким уже традиционным поставщиком. А если уже говорить про среднесрочную, тем более долгосрочную перспективу, то, в принципе, можно предположить, что США смогут найти альтернативу, и тогда соответственно, существующие цифры товарооборота между Россией и Соединенными Штатами пойдут еще ниже.
Но, опять-таки, это уже вопрос средней или даже долгосрочной перспективы. Ну, они пока покупают. Ладно, мы посмотрели на цифры товарооборота с другими странами, с дружественными, как мы их называем, в частности, с Китаем. И видим, что действительно разворот на восток этот происходит и полным ходом. Причем Россия экспортирует в Китай больше, чем импортирует. Но если секторально сейчас посмотреть, где, в какой плоскости вот эти основные интересы в России у Китая лежат, это что, Эльвира Наильевна? Ну, я тут немножко даже не соглашусь. Если мы посмотрим за первое полугодие 2023 года, то примерно 50 на 50. То есть там 62 миллиарда долларов мы экспортировали и 52 миллиарда мы импортировали. То есть, в принципе, с точки зрения торговли внешней, Китай достаточно удобный партнер. Он очень, так скажем, сбалансированный. Мы на самом деле продаем настолько же, насколько покупаем. А что продаем, По Эльвира Наильевна? статистике мы, конечно, минеральное топливо – это первая экспортная статья Российской Федерации. Да? Во вторую очередь это драгоценные металлы, драгоценные камни. В третью – это чугун и сталь. Ну, то есть Россия снова такая партнер-поставщик ресурсов, получается. Конечно, мы никак не можем отказаться от нашей ресурсной модели, потому что, как учили наши основатели экономической науки еще столетия назад, Адам Смит и Давид Рикардо, что у страны есть так или иначе либо абсолютное преимущество, либо сравнительное преимущество. И страна должна специализироваться на том, на чем у нее получается лучше всего. И тогда общая мировая экономика получит максимальный экономический эффект. И, к сожалению, никакой другой парадигмы на сегодня не придумано. Какой экономический эффект? Вот давайте посмотрим на цифры. В общем объеме внешней торговли КНР Россия сейчас 3% всего занимает. Это меньше объема внешней торговли Китая даже с Вьетнамом. И вот сами эти цифры, если честно, вызывают в целом какое-то сомнение в экономической перспективности России в орбите поднебесной. Нет, Роман Иосифович? Китай нам может все рынки вместе взятые заменить. Вот Катя умеет острые вопросы задать. Как вы их обойдете, эти острые углы? Мне интересно теперь. Да нет, ничего острого. Давайте Роман попробуем. Давайте. Да-да-да. Так, меня слышно. Да, как раз перейдем к острым вопросам. Во-первых, я бы все-таки хотел согласиться со своей коллегой. Действительно, никто пока не ставил задачи изменения структуры российского экспорта. Прежде всего, сейчас главная задача – это переориентация российского экспорта. И тут я бы сказал, что задача эта выполнена достаточно успешно. Конечно же, в свете роста товарооборота России и Китая, который в этом году, в принципе, может пробить отметку в 200 миллиардов долларов, учитывая, что только 5 лет назад отметка в 100 миллиардов долларов была пройдена, можно как раз отметить, что Китай, конечно же, выделяется на общем фоне. Но не следует забывать других азиатских игроков, с которыми товарооборот также растет. И здесь очень ярко выделяется Индия, с которой товарооборот только за 2022 год увеличился в 3 раза. То есть 13,5 миллиарда долларов до 43,5. И это только начало. В этом году товарооборот точно перейдет отметку в 50 миллиардов долларов. Плюс ко всему не следует забывать и страны Юго-Восточной Азии, с некоторыми из которых в 2022 году действительно был некоторый спад торговой активности. Яркий пример, конечно же, Вьетнам. Практически в 2 раза произошло падение. Но можно взять Индонезию, с которой товарооборот как раз вырос и продолжает расти. И ряд экспертов как раз подчеркивают, что уровень в 5 миллиардов долларов может в скором времени быть пройден. Опять-таки, если мы сравним эти страны с Китаем, все равно Китай побеждает. Но здесь важен результат, что Россия уже появилась на других рынках Восточной и Юго-Восточной Азии. И для краткосрочной перспективы, можно сказать, это очень важный результат. А дальше, соответственно, Россия на этих рынках должна обосноваться. Хорошо. Раз модель мы не меняем, хотя я на самом деле не считаю, что это хорошо, но тем не менее, раз пока мы прежней модели придерживаемся... Вот быстрых, по крайней мере. Думаю, быстрых, возможно, да. Но, тем не менее, насколько, Эльвира Наильевна, вот эти цифры, которые мы приводили здесь по товарообороту с США, с Евросоюзом, сопоставимы с теми цифрами, которые мы сейчас озвучиваем с тем же Востоком и с другими дружественными нам странами? Насколько тот ущерб, который мы получаем, он компенсируется вот этими новыми уже цифрами?
Ну, как мы видим по нашему торговому балансу, который публикует Центральный банк, как мы видим по данным, которые мы можем получить от китайской таможенной службы и от индийской статистического бюро, поскольку наша таможенная служба не публикует, то, в принципе, цифры сопоставимы. Мы в любом случае не ушли в торговый дефицит. Первый и второй квартал 2023 года. Да, мы хуже, чем первый и второй квартал 2022 года. Слов нет. То есть если там было в среднем 150 миллиардов, то сейчас около 100 миллиардов. Да, по отношению к 2022 году мы сейчас просели, но по отношению к тому же самому 2021 году, и, кстати, не надо забывать, что Китай был основным торговым партнером России и до 2022 года. И так у нас с Китаем было порядка 15% от нашего российского экспорта. Но если мы говорим про Китай, то, например, уже по 2023 году Россия вышла на 5-е место, примерно 5% от китайского импорта. При том, что сопоставимо, например, там Южная Корея, это максимальный поставщик Китая, да, в Китай, то это, например, 7,8%. То есть я не могу сказать, что Россия с точки зрения своего экспортного потенциала в Китай как-то очень сильно проигрывает другим игрокам. У Китая нету какого-то одного очень сильного значимого поставщика. Эльвира Наильевна, Роман Иосифович, последний вопрос вам. Сначала, Эльвира, пожалуйста, ответьте. Вот в текущей ситуации, чтобы было предельно понятно, если сравнивать не Россию с какими-то другими странами, а вот Россию сегодняшнюю с Россией, скажем, 2019 года, нам лучше или хуже? Или так же? И какие перспективы краткосрочные? Ну, лучше или хуже – это не количественный показатель. Экономика любит количественные показатели. С точки зрения количественных показателей нам, конечно, лучше. В любом случае мы диверсифицировали свои поставки в имеющихся условиях. Мы быстро и эффективно среагировали на те вызовы, которые были. Понятно. Роман? Да, тут я также могу согласиться. Опять-таки, Азиатско-Тихоокеанский регион или Индо-Тихоокеанский регион, в принципе, становится экономическим локомотивом всего мира. И в этих условиях России, в принципе, было необходимо как-то вписаться в процессы, происходящие в этом Я правильно регионе. понимаю вашу мысль, Да, что может в быть, моменте мы не потеряли, а в перспективе даже приобрели? Правильно я понимаю вашу мысль? Кто знает, скорее всего, да. Скорее всего, да. Тут Потрясающе. я могу согласиться и даже вот еще добавлю. Спасибо вам. С странами, как, например, с Таиландом, у нас даже торговля в металлах выделяется больше 40%. Слушайте, все очень позитивно, прекрасно, как перед Новым годом, прям подведение итогов. Нет, какой-то дефицит, очень странно. Спасибо большое. Кандидат экономических наук, доцент МГИМО МИД России Эльвира Белозерова была в нашем эфире и лектор президентского университета Роман Файншмидт.